Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня вам не надо вооружаться ручкой. Просто садитесь поудобнее и слушайте. А я поделюсь с вами советами, как правильно изучать наш предмет, для некоторых очень сложный – медицинскую микробиологию. Если вы еще не подписались, то обязательно подпишитесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. 8 секретных советов преподавателя-ветерана. Ты пришел на режимную кафедру, где нельзя появиться без халата, шапочки, сменной обуви и медицинской маски. Твои ожидания и как они воплощаются в жизнь. Наш предмет – медицинская микробиология на стыке биологических и медицинских, клинических дисциплин. Недаром его изучают после сдачи анатомии и гистологии, но раньше, чем ты придешь в клинику внутренних или инфекционных болезней. Поэтому будь готов к зубрежке, ну и, конечно, к осмыслению узловых моментов нашей дисциплины. Итак, мои секретные советы, которые тебе обязательно помогут понять и полюбить наш предмет, дойти до сессии с наименьшими промахами и неудачами, а затем на завершающем этапе лишь подтвердить свой заслуженно высокий балл, который ты получил, трудясь постоянно и неустанно в течение 2 семестров. Первое. Посещай все лекции, старайся быть внимательным и улови главное, что хочет донести до аудитории ваш лектор. Пропущенные лекции придется отрабатывать в конце семестра. Это создает тебе лишние проблемы и, кроме того, снижает твой рейтинг. Второе. В библиотеке получи нужную литературу, учебник, который рекомендует ваш преподаватель, и, как желаемое дополнение, руководство к лабораторным занятиям – вещь очень необходимая. Если ты житель ближнего или дальнего зарубежья, то лучше возьми учебник попроще для медицинских колледжей. Он короче и написан более понятным языком. А есть самый простой способ – стань подписчиком нашего канала «Популярная микробиология ЗОЖ» и используй при подготовке соответствующие плейлисты, где содержится вся нужная тебе информация по общей и частной микробиологии в доступной форме. Для иностранцев есть субтитры. Третье. Не опаздывай на занятия и старайся проявить активность в выполнении лабораторных и практических работ. Это выгодно выделит тебя из всей группы, и преподаватель, ближе узнав тебя, будет к тебе расположен. Четвертое. Аккуратно веди записи и делай рисунки в практической тетради, ведь это поможет тебе при повторении материала к зачету, к итоговому занятию и в конечном итоге к экзамену. Пятое. Не пускай на самотек те баллы, которые тебе ставят в преподавательском журнале. Ведь из среднеарифметического этих цифр сложится твоя итоговая оценка, то есть возможность получения стипендии после сдачи успешной сессии или такой желаемый перевод с платного обучения на бюджет. Не раз приходилось сталкиваться на экзамене с вопросом: «А почему у меня такой низкий балл?» Да потому что ты, дорогой, молчал, когда тебя спрашивали, не вел конспект, опаздывал и пропускал практические занятия. Так что все бери под личный контроль. Ну и от тебя потребуется действительное подтверждение твоей правоты. Шестое. Не рассчитывай. Если ты занял первый стол перед носом преподавателя, то это тебе гарантирует успех. Много раз сталкивалась с тем, что именно двоечники любят мозолить глаза преподу, сидя в 1 метре от него. Но это отнюдь не гарантия успеха.
Гарантия – это только твои знания. 7. Если ты плохо запоминаешь материал, только прочитав его раз, читай дважды и не стесняйся сам себе пересказывать. Хорошо подвешенный язык и грамотная речь, особенно с использованием медицинских и микробиологических терминов, выручат не только на микре, но и в твоей будущей профессии. Ведь доктор должен говорить с пациентом грамотно, веско и убедительно. Неплохо, если ты будешь составлять конспект. И, наконец, 8. Лучше, если у людей есть психологическая совместимость. Постарайся увидеть в своем преподавателе союзника, учителя, а не вредного надзирателя, который хочет наказать тебя двойками. Даже если ты двоечник, старайся со своим преподавателем сохранить нормальные отношения. Возможно, его добрый совет выручит тебя. В добрый путь, дорогие друзья!